Друзья, всем привет! Выбирайте печь или камин. Давайте сегодня посмотрим, как горит немецкая топка Schmidt Lina в классическом портале и немножко поговорим про этот камин. Это классическая немецкая топка Lina. Она достаточно часто распространенная модель была раньше, да, сейчас, конечно, они в основном меняются на других производителей, таких как Astov, там, Defra, с учетом наличия поставок, да, немножко конъюнктура рынка изменилась, этому объекту уже несколько лет. Вот здесь сделан классический мраморный портал Крема-Марфин, термокороб из изола, также сделан сварной металлокаркас и, конечно же, выведены наши любимые дымоходы Шидель Перметр. Предлагаю сейчас растопить камин и посмотреть, как эта топка работает, насколько она герметична, как она откликается на регулировки и какую магию огня она создает. При растопке дом герметичный, здесь нету приточно-вытяжной машины, поэтому при растопке мы на микропроветривании открыли окошко напротив, уложили дрова и сейчас посмотрим, как она у нас разожгется. Предлагаю всегда оставить топку прикрытой, то есть не закрывать ее до конца, а оставить прикрытой для того, чтобы хорошо прогрелся дымоход, появилось нормальное давление. Камера, конечно, не вошла в рабочий режим, но хотя бы нагрелась до более высокой температуры, чтобы все системы работали корректно и стекло у нас не коптилось и топка уже вошла в рабочий режим. Все, закрываем. Здесь у нас сделана подача воздуха с улицы с подогревом, то есть там у нас есть здесь дроссельный клапан, который можно регулировать, и, соответственно, открывать или закрывать подачу воздуха с улицы. То есть она может забирать воздух для питания топки либо с помещения, которое является небольшим, поэтому было принято решение поставить возможность забора воздуха с улицы. Но за счет того, что уличный воздух у нас весенне-осенние, в зимние периоды более холодный, и чтобы не было у нас образования конденсата, да, в точке росы, когда горячий воздух попадает в горячую зону топки, в этом месте не образовался конденсат, обязательно нужно ставить подогрев, для того, чтобы воздух всегда был теплый. Это очень важный момент. Сейчас она у нас еще немножко поработает, разогреется до более высокой температуры, и мы посмотрим уже непосредственно, как она регулируется. Очень часто и в основном мы снимаем топки с прямыми большими коробами, с большими стеклами, дровниками, полочками. Это такие современные, конечно, сейчас тренды, да, скажем так. Но это поселок находится в Юках, он в классическом таком английском стиле. И мебель, и сам интерьер предполагает и просит здесь классический камин. И здесь как раз реализован, и вам хотелось бы показать такие минималистические формы классических каминов. То есть сделан термокороб, здесь конвекционная решетка чугунная окована, поставлено 2 латунных светильника. И самое его, конечно, украшение — это такой классический портал с ровными прямыми формами, вырезаны разные профиля, без каких-то там вензелей, бароков, узоров. Просто классический ровный портал, который хорошо встает и является таким основным элементом интерьера в данной кухне-гостинице. И, по-моему, на мой взгляд, здесь идеально вписывается. Хотелось бы сказать очень важный момент, то что именно топки такого небольшого размера, то есть 600-х, 700-х, максимум 800-х серий, они корректно регулируются. То есть чем больше топочная камера, тем сложнее в ней создать эту герметичность, красивое горение и магию огня. Поэтому на небольших топках эти эффекты, конечно, получаются гораздо лучше, чем на длинных, линейных, больших, высоких. Потому что если топка реально большого размера, больше метра, больше 60 сантиметров в высоту, то очень сложно создать красивый огонь, да. То есть если она длинная, то это надо выкладывать линию огня, это очень большая такая, очень много будет тепла и можно легко перетопить металлическую топку. Поэтому, конечно, небольшие отопительные приборы всегда будут лучше и качественнее регулируются. Давайте попробуем, переведем ее в умеренное горение и посмотрим, что у нас получится. Каминная топка Schmidt Lina, футирована вермикулитом. Вермикулит сделан в форме кирпичей. Он в начале растопки у нас был полностью черный, но сейчас четко видно, что в месте высокой температуры вермикулит начинает отходить. Когда топка наберет полностью рабочую температуру, больше 500 градусов, и поработает в ней какое-то время, этот вермикулит полностью станет чистым. Это важный момент, который нужно всегда понимать и
про который тоже бы хотелось отметить. Топка показывает, ну, не могу сказать, что она, конечно, как современные печь-камины небольшого размера, да, регулируется и создает магию огня, но действительно достаточно герметично прикрывает и огонь успокаивается. То есть не могу сказать, что происходит каких-то магических завихрений, но спокойное и тихое горение, как бы, она действительно показывает. Очень важный момент: в доме 2 собаки и 1 кошка. И, соответственно, много шерсти. И забивается конвекционная решетка. Она забивается не только от шерсти, но и от пыли. И вот очень важный совет у всех, у кого вот есть такие конвекционные решетки, такого сетчатого типа, всегда обращайте на это внимание. Очень часто у каминных решеток такого типа бывает внутренняя ответная часть, которая оставляется внутрь решетки, и внешняя. Ее надо обязательно проверять и внешнюю, и внутреннюю часть, и обязательно очищать от пыли, от шерсти, потому что тем самым, когда забивается сечение вот этих ячеек, воздух конвекционный начинает проходить, ну, не так интенсивно, тем самым создавая более высокие температуры внутри камеры и как бы перегревая дымоход и непосредственно систему дымоудаления. Это очень важный момент. Просто на моей практике были случаи, когда эти решетки были забиты полностью, и тем самым конвекционный короб, ну, полностью не работал. Друзья, если вам нужен печь, камин, баня, дымоход, камин в современном стиле, в классическом, вы не знаете, с чего начать, у вас есть проект, вы уже строите дом, у вас уже дом готов, знайте, что в Левашово на улице Садовой, 12 сидит лучшая команда специалистов, которая всегда вам готова прийти на помощь, где можно приехать в жилом шоуруме, потрогать, пощупать, посмотреть, потопить топки, поговорить с нашими специалистами, заняться там проектированием, либо сделать уже какие-то эскизные чертежи. Мы всегда приедем к вам по первому вызову на замеры, произведем грамотную консультацию и всегда будем с вами на связи. Поэтому все, что касается огня, печей, каминов, Садовая, Левашовая, 12. Все, всех обнял. Я погнал на Левашова, Садовая. Ой, 12, все. Все.